Друзья, всем привет! Канал Уссури Expedition снова в эфире, а это значит, что у нас очередная экспедиция. И экспедиция у нас сегодня на корейский режим. В этой серии вы увидите. Вот наш баркас основной. К обеду будем на месте, парни. Во-первых, уже снег. Во-вторых, у нас лодка решила отколоться, поплыла сама на Айман. Как говорится, случается, мы не исключение, лодка плывет он по обочине. Без комментариев, уберите камеру. Иду сейчас оденусь и пойду помогать ребятам. Народ посмотрит, скажет: вот вы недоумки, чисто банда, блядь, придурков. Будет, конечно, веселая поездочка. А откуда сами? На берегу ночь встретили, сказали, что мы не сможем подняться до корейского режима. Но, как говорится, не проверишь, не поверишь. Сейчас пойдем вверх. И если мы правильно распределили вес в лодке, тогда у нас все получится. Expedition! Друзья, ну а в данный момент мы будем всей нашей командой One Ussuri Expedition будем разгружать лодки, переносить свои вещи в домики. А вы пока посмотрите, как мы сюда добирались. Поехали смотреть. Так, друзья, немного кадров с нашей погрузки. Hilux уже в теме, загрузил на себя прицеп. Все, страховочки как положено. Бензинчик на месте. Вот наш баркас основной. Дениска с нами сегодня, это радует. Мы здесь. Вот второй баркас наш. Все, грузимся дальше. Все, давай тогда я отгоняю сейчас Hilux. Второй тягач у нас сегодня Toyota Harrier. Япония, конечно, делает вещи. Я, конечно, с небольшим скептицизмом отношусь к таким поездкам на хорьке и с прицепом. Но куда деваться, да, братан? Да, Япония вообще forever. Япония forever просто. Переднеприводный хайер. Да, если еще за рулем Андрюха, Погнали. это вообще... Можно еще столько же Летняя цеплять. резина, зима впереди, все едем дальше. Да, дедушка Ленин на нас смотрит, на все это безобразие, думает: елки-палки, ребята, вы че? Пионер всегда Все, готов. хорек, вот он. Вот. Выезжаем в 6 часов утра. Я думаю, что к обеду будем на месте, парни. Такая вот, ребята, обстановка. Следующее включение будет, наверное, уже заправки. Друзья, это поселок Кировский. Как всегда, по традиции, мы заправляем свои тачки здесь. И трогаемся. Мы сами, дело в том, что из поселка Кировский, поэтому мы всегда здесь заправляемся на Альянсе бывшем. Сейчас он как-то по-другому называется. Берем кофе. Ребятки там берут кофе крепкий и мчим, потому что дорога у нас не близкая. Шпарить нам, наверное, до места часа 4, а потом еще на лодках. На улице уже, конечно, прохладно, а туда, куда мы едем, там уже, наверное, минусовая температура будет. Поэтому мы уже по-зимнему все одеты. У меня отстрел. Ладно, ребят, давайте увидимся дальше. Буду заправляться. В общем, в поселке Кировский мы заправили полные баки и двинулись на север Приморского края автомобильной дорогой. На машине нам предстояло пройти почти 4 часа и еще 3 часа на лодке. Подруженно пошел дождь, переходящий в снег, и все было вроде бы хорошо. Но раздался звук рации от второго нашего экипажа, который заставил нас напрячься, и пришлось развернуться и поехать обратно. Такая, ребята, у нас тут произошла история неприятная. Как говорится, дерьмо случается. И мы не исключение, лодка плывет он по обочине. О, да, что-то это мне напоминает уже. Есть контакт, вот отсюда она шла. Ага. Так, ладно. Ребят, произошла такая неприятная ситуация с нами. Представляете? Во-первых, уже снег. Во-вторых, у нас лодка решила отколоться, поплыла сама на Айман. Вот такая вот спецоперация. Ну, бывает. Надеюсь, что все без последствий. Но лодка поплыла
Слушайте, это уже какой-то трэш. Когда у нас водитель уснул, сейчас у нас просто лодка решила уплыть. Вот да. Кстати, уже снег идет. Мы, наверное, будем рыбачить в снег. Ладно, ребят, мы будем, короче, заниматься своими проблемами. Пойду сейчас оденусь и пойду помогать ребятам. Сейчас басотой вытащим, все нормально будет, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если бы до Кабы, но теперь будем ученые, да, Андрей Владимирович? Она считает, она с этого шара, да, ушла. Андрей Владимирович, ваши эмоции. Андрей, Хорошо, что? едем на рыбалку? Едем на рыбалку. Где ваша коронная фраза? Уссури Экспедишн. Уссури Экспедишн вечно в своем репертуаре. Без комментариев, уберите камеру, да? Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, мудила, блядь. Что там, интейк целый хоть? Как по воде. Да нормально она бывала, она уже в таких передрягах была. Что, разворачиваем? Эта лодка была в таких передрягах, ребят, так что все нормально. Едем дальше. Вот, кстати, вам небольшие кадры, когда мы эту лодку уже выкатывали из кювета. Смотрите. Херня случается, как говорится. И мы не исключение. Такая. Ну сами целые не ударились. Да нет, он прилетел, что я по голове там не прилетело ничего. Заглуши лучше потом. Такие дела, ребята. Нашел. Стой, стой! Так, что, где ее будем? Пацаны, вы мне напоминаете бурлаков на Волге, в курсе? Бурлаки на Волге, Уссури Экспедишн. Во. Фрегат бы мы так просто не вытащили. Стопудово. Капец. Народ посмотрит, скажет, вот вы недоумки, чисто банда, блядь, придурков, да? Это испытание. Да, ребят, не обессудьте, но на нашем канале мы показываем все, что с нами происходит. Мы не боимся смеяться над собой, над нашими ошибками. То, что не убивает, делает нас сильнее. Уссури Экспедишн Forever. Подписывайтесь на канал. Не только ездить по воде, но еще и по дороге. Капец. Не доехали еще до Дальнереченска даже, парни. Он же дома щупал, тоже пустой. Все нормально, впереди нас ждет клевая рыбалка, поцики. Веревки есть еще? Наша экспедиция продолжается. Теперь мы едем сзади, чтобы созерцать, если что, это падение Олимпа. Я думаю, что нет, больше не повторится такого. Подтянули крепление шара, надышли, поэтому все будет нормально. Такая уже атмосферка, время 8 часов утра. Припорошило снегом. Экспедиция, в общем, продолжается. Проехали мы что-то около 100 километров. Подъезжаем к Дальнереченску. Потом будем уходить вправо на Рощино, на Новопокровку, на Рощино дорога, на Дальний Кут. В общем, дальше будет еще интереснее. Что ты скажешь по поводу случившегося? Вообще ничего. Стандартная ситуация, да? Вообще, в принципе, если у нас бы этого не произошло бы,
Да это были бы сами не мы, не Уссури Expedition. А так, в принципе, все идет по плану. И я еще переживаю, что у Андрея зимняя или летняя резина. А я вот не спрашивал. Мне кажется, летняя. Я тоже думаю, что летняя. Хотя, ты знаешь, по-моему, он всегда ездит на зимней, что летом. А у него демисезонка. Китайская демисезонка. Все нормально. Идем на рыбалку. Да, как положено. Все на китайском. Все И классно. ничего страшного, что месяц ноябрь, Вообще, что снег идет, в да? принципе, снег еще мало идет. Надо, чтобы валил в поезд. Тогда нормально. Температура за бортом -1 градус. Все нормально. А здесь, кстати, что-то и снег кончился. Все, едем в экспедицию. Остановимся в ЛДК. Сейчас купим еще водички. Мы обычно останавливаемся здесь и на обратном пути покупаем себе мороженое всегда, если едем не поздно. Такой островок магазинов. Цивилизации еще дальше будет уже хуже. Сейчас еще раз проверим наше крепление. Фаркопы, дышла на прицепах. Да. Че, поднакачаем, да? Есть просто, ребята, подозрение, что мы при этой аварии пробили вот этот баллон, потому что он прям слабый. Остальные накачанные, он слабый. Скорее всего, нам еще предстоит ремонтироваться. Все. Да, будем накачивать. В ЛДК идет снег. Дениска пошел в магаз. Кстати, друзья, мы зря смеялись над Андрюхой. Резина у него все-таки зимняя, причем новая. Потому что, да, он знал, куда мы едем. Я, кстати, тоже поставил новую резину. Еще прям муха не сидела, можно сказать. Так что, парни из Уссури Expedition, не все такие расстроенные. Все нормально, подготовились к зиме, поэтому спокойненько едем. Без всяких там заносов. Вот она. Эх, красавица. Все, сейчас Андрюха решил накачать. Просто нам лень доставать насос электронный, электрический. Он у нас вон в той лодке, где она. Не хочется открывать тент, не очень это удобно, конечно. В общем, качаем. Друзья, пока едем, я расскажу, куда мы едем, собственно, да, и какие у нас планы на эту экспедицию. Сухопутным транспортом мы дойдем до Дальнего Кута, это примерно 250-300 километров, да, наверное, у нас он составит. А потом будем подниматься на базу корейского прижима. Собственно, где мы и проведем одну ночь. Почему одну, расскажу чуть дальше. Есть, конечно же, сложности. Вода в Имане, в Большой Уссурке, очень низкая. Поэтому есть вероятность того, что где-то на каких-то косах мы будем перетаскивать лодки. Делать этого ой как не хочется, поэтому вещей мы взяли очень-очень мало с собой, для того, чтобы осадка лодки была поменьше. Вот, это одна из таких трудностей. А вторая трудность заключается в нашем проживании, да. Одну ночь мы проведем на базе корейского прижима, потому что домиков свободных там больше нет. И следующие 4 ночи, а экспедиция у нас составит почти 6 дней, 5 полных, ну еще там полдня. И следующие 4 ночи, 4 дня мы проведем в уединенном месте. Это будет барак в тайге. Там есть баня, там есть столовка. Мы там, кстати, еще не были, посмотрим. И обязательно с вами поделимся этими впечатлениями. Вот, рыбачить мы будем
по двум рекам. Это река Иман. Мы будем стоять на слиянии, будем рыбачить на реке Иман и туда в сторону Мельничного ходить. Порыбачим там хариуса, скорее всего, в основном, и ленок. А вторая река — это река Арму. То есть мы же будем на слиянии стоять и будем тоже вверх по Арму ходить. Там, возможно, будет и ленок, и таймень, на что мы очень сильно надеемся своим коллективом. И будем ходить до Дальнего Кута, от корейского прижима до Дальнего Кута рыбачить. Говорят, что таймень и ленок уже начал спускаться, поэтому есть высокая вероятность поймать такую красивейшую рыбу. Поймать и отпустить, конечно же, потому что в некоторых регионах нашей страны это краснокнижная рыба. Ну, в Приморье она такой не является, но мы ее все равно отпускаем. Вот, такие планы. Сейчас мы находимся между Новопокровкой и Рощино. Я думаю, что нам еще сухопутным путем идти около 2 часов, наверное, да? Не меньше 2 часов. Скоро начнется грунтовка. Впереди, ребята, в общем, экспедиция. Давайте. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Deputies have backed off. I need you to slow down. Where are you at? Друзья, мы в Рощино. Остановились. Вот наши экипажи. Дениска побежал в аптеку. Пацаны пошли в пятерочку. Здесь, оказывается, пятерочка есть даже. Вот она. Продолжаем нашу экспедицию. В общем, планы такие. Сейчас идем до Дальнего Кута. И там уже начнутся самые основные события. Очень холодно, вы сами видите, снег лежит. И нам придется по этой погоде еще подниматься. Будет, конечно, веселая поездочка. Так что, ребят, не переключайтесь. А так, что, идем спокойненько, тихо, мирно. Все, тележки катятся. Больше ничего мы не потеряли. Все на месте. Это, конечно, был трэш. Это был трэш с потерей лодки и прицепа. Я надеюсь, что этот случай нас многому научит. Хорошо, что лодка не улетела куда-то навстречку. Не дай бог, еще люди бы пострадали. Такие дела, ребята. Ладно, давайте, едем дальше. На рыбалку. Че, бричка ваша едет там? Нормально? Музыка играет? Радио? ФМ? Кировская? О, нифига. А вы откуда сами? Ну? Оттуда? И мы оттуда. Все, друзья, прибыли мы на место в эту зиму. Уезжали из Кировского, было еще лето, сейчас уже зима.
Находимся сейчас на пароме. Сразу на ум приходят строки Твардовского «Переправа». Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтонный первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел, второй за ним. Приготовился, пригнулся, третий следом за вторым. Такая вот, ребята, обстановка у нас. Всем привет от Василия Теркина, как говорится, с переправы. Вот. Разгружаться мы, конечно, будем не здесь. Была, конечно, задумка переправиться на тот берег по этой переправе понтонной, но, к сожалению, она не работает в силу того, что воды очень мало. Понтон просто сидит на косе. Такие вот дела. Так что будем сгружаться и от дальнего кута до корейского прижима будем идти своим ходом. Такая вот, ребята, обстановка. Ну, зима зимой, конечно, температура воздуха -2, -3. Кто здесь никогда не был, ребята, вот находимся мы на дальнем куте, не знаю, как сказать, тут есть такая беседочка интересная. Вот. Ну и здесь совершается погрузка на паром. Но это не наш случай сегодня. Поехали разгружаться. Так, одну лодку отслеповали уже. Пошел такой снег, уже настоящий зимний снег пошел. Сейчас вторую перецепляем на колюкса. И будем ее тоже слеповать. И пойдем вверх. Зато все доехало. Как положено, доехало. Ребята, блядь, сейчас сразу здесь, там. Че? Весело будет, нахуй. Да? Говорит, не дойдете вы, типа, до этой базы, я хуй знает. Почему? Не знаю. Мужики вот, говорят. Ну, типа, вы сейчас здесь сразу, типа, выхватите косу. Да? Говорит, вообще весело. Он сразу поугарал над нами, типа, что вы гоните, типа. Мы, Нифига говорит, себе. «Чё, блядь?» Да мы груженные, видишь, что херово. Были бы пустые, действительно. Ну, пока не посмотришь, не поймешь. Ага. Да не, ну они просто так говорить тоже не будут. Но он же не ходил, он что, пешком ходил. Что-нибудь думает, мы на винтах, да? Ну, сначала думал, что винты, я говорю, ебанулся. Да. То есть вентиляторы. Продаж винты. Давай. Давай. Аккуратненько. Давай, бурлаки на Волге. Убирай руку. Все, думаю. То есть, может быть, мы еще вернемся и через глубинное, да, пойдем? Ну да, есть маленький процент. Но я думаю, да нет. Ну, либо разгружать там. А, разгружать что, до самого этого? Колесико пустое. Он говорит, там типа вообще, типа вот минут. Че, пустое? Почти. Оно и было. Нормально. Давай, а то сейчас снегом завалит, поехали. Так, друзья, ну вот такая атмосфера у нас тут. Вон ребятки уже отмечают приезд. Но приезд я бы, наверное, не торопился отмечать. Тут говорят, что есть пару мест, где мы можем просто налететь на мель. Тем более мы фарватера не знаем. Мы не местные тут ребята. Отсюда мы будем стартовать всего второй раз. Такая погода. Летит снег. Прям настоящий зимний снег. Так что смотрите нас. Что будет дальше, неизвестно. Возможно, мы будем даже возвращаться на глубинное, да, Сань? Или перетаскивать, одеваться в вейдерсы. Да? Нет. И перетаскивать все. Кошка за кошку, мышка Если за мы кошку. здесь сядем, Да. то мы не будем ничего перетаскивать.
Что будем делать? Дальше мы не поднимемся вообще, да? Почему? Пойдем ниже в До рощу. базы надо добраться. Пойдем ниже в рощу. Там снимем гостиницу и все будет там. Надо, короче, сделать так. 3 Такие выпиваем, штуки кушаем. газ паласа. 3 выпиваем, газ палас. Рецепт успеха, да, Да, Дениса потому что Евгеньевича. только после 3 приходят здравые мысли на рыбалке. А так это все. После третьей я скажу, пацаны, я вас здесь подожду. Вы потом, если что, с мамом придете, да? Да. Погодка не радует. Кого? Руку, так он не взял. мне. Нету ничего. Пиво только есть. Да не надо. А вы так и не взяли? Нет, мы же в магазин сходили, я купил там пиво там и пирожков. А все походили друг за дружкой. Все забыли. Не, да тайга есть, каких-то яблочек надерем маленьких, компот елку будем варить. Вот, говорит, что. Елки надерем. Ну и раз ты такой не буду, я ради Ну, тебя не пьет, пойду значит, не найду. пьет. Андрюха будет пиво сосать. Он будет. Он после банки пива скажет, эти вот, Давай, блядь, без закуски. будем. Со снегом что ли? Самое главное нам добраться. Главное не сикайте, Главное не остальное ссать, всё газ получится. палас. Они скричат, как отравить. Да и пофиг. Они грязные. Ну как я тебе буду ломать? У меня, видишь, у меня ж не 3 руки, Там на лодку не порвать. 1,5. 2. Камешки. Мама сказала, Да я чё? Главное правильно распределить вес просто Ты и видел, все. как Мясо пацаны мясо ездят там на какие-то суррогат, блядь. Красноярск? как он белый, это ж мясо. Я же говорю, Но они ж не груженные едут. А мы едем полностью. Какое-то рыбное тесто, блядь. Загрузка вон сумасшедшая, еще и неправильная. Нос очень много на нос накидали. Харит на носок. Давай удочку, давай, может тут уже ловится. Где слинка ловили на закидушку, причем на матросика. Да? Вечером также приехали, у нас здесь стан был, палатки поставили. Бикет такой, дай-ка попробую. Чтобы матросиков взял, накидывают закидушку, есть. Он поймал 6 слинков на час. Причем не хороших, таких, ну, неплохих. Ну, воды реально больше. Тогда баржа вот тут стояла, сейчас смотрю, нету ее. Вот тут железная, помню, с нее прям рыбачил. Уплыла куда-то, наверное. Друзья, ну такая обстановка у нас на берегу. В общем, есть одна проблема, есть. Бывалые мужики, которые местные здесь на берегу, мы их встретили, сказали, что мы не сможем подняться до корейского прижима. Но, как говорится, не проверишь, не поверишь. Сейчас пойдем вверх. И если мы правильно распределили вес в лодке, тогда у нас все получится. Такие дела. Пока идет снег, и атмосфера начала зимы. Что будет дальше, посмотрим. Так что, ребятки, давайте, смотрите нас. Погнали. Да, вот она, ребята, зимушка, зима, как говорится. Что-то мы вырвались вперед, а братишки наши остались где-то внизу. Просто почему я пошел вперед? Потому что у нас лодка, она не такая быстрая, как у Андрюхи. Поэтому я решил, что они нас догонят. Но нет, пришлось их ждать. Придется еще ждать, не знаю сколько, какие-то проблемы у них там с мотором. А вокруг у нас зимушка, зима. Ближайшие сопки вообще не видно. Скрывает пелена свежего снега. Прошли мы пару перекатов, а вон и ребята где-то наши идут уже. Перекаты, конечно, такие. Очень мало воды. Очень мало. Так что сегодня будет интересно. Братан, зачем ты это делаешь? Ну Андрея же нет. Да вон он идет. Он уже идет рядышком. Конечно. Сейчас он пролетит, как ракета. Двухтактный мотор, вон он поднимается. Мы им отдали все наше топливо.
У нас, конечно, загрузка неправильная, потому что мотор иногда хватает воздуха. Нам жопу нужно еще грузить. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока идем. Конечно, картина просто как в сказке. Эти крупные хлопья снега. Вон Андрей поднимается с Александром. Я думаю, что дойдем мы до Корейского все-таки. Зря нас пугали. Вот эта лодочка. Скажи, что рацию включили. Эх, красота! Просто красота, ребята. Все. Помчим дальше за нашим первым экипажем. Погнали. Паулинский прижим, пацаны. Вот такая вот скала. Раньше хунхузы сбрасывали убегейцев с этой скалы, связывали их в удар, связывали их косы, пытали и сбрасывали с самой вершины. Высота скалы 63 метра над уровнем воды. Но место, конечно, атмосферное, потрясающее. Своей красотой, своей энергией. А вид оттуда открывается практически на всю долину Большой Уссурки, которую можно просмотреть. И можно, кстати, с этого места просмотреть весь путь солнца от его восхода до заката. Вот именно с этой сопочки. Друзья, ну вот мы и добрались до Корейского прижима, хотя нам и говорили, что мы на своих груженных лодках сюда не дойдем. Конечно, были перекаты, тяжелые перекаты, но мы их прошли, преодолели, и теперь мы здесь. И в данный момент мы будем разгружать наши лодки, переносить вещи в наши домики и обустраивать свой путь. Сейчас помогут загрузить на УАЗике наши вещи перевезти, потому что здесь
300 метров, сказали, идти до домиков. Погода как зимой, ребята. Просто зима, зимушка. Блин, рацию надо было взять. У тебя есть рация? Там, Саня, рация. Там осталось. Друзья, в общем, остановились мы в таких вот домиках. Здесь у нас 2 окна, есть электричество какое-никакое. Есть Федор, есть Федор. А ты просто двоюродный брат. 2 шконки. Сейчас. В общем, в таких условиях мы будем Боец, ночевать. Японская шарики. Бои, боксер. Что у нас на улице? На улице у нас метель, мужики. На улице у нас метель. Просто задувает ветер. Мы собираемся, мы немножко перекусили, собираемся ехать на рыбалку. Не знаю, что будет. Рыба не будет в такую погоду клевать, но мы постараемся что-нибудь поймать, ребята. Все, погнали. Покажу второй домик. Он практически идентичный. Вот так он выглядит. Вот. Здесь у нас будет ночевать 2 человека и еще 2 человека там. О, здесь уже тепло. Классно. Горит свет. Печечка потрескивает. В принципе, все условия здесь созданы. Вон я в зеркале. Эгегей. Так, вот мой жилет. Все, ребят, погнали на рыбалку. Зимнюю, елки-палки. Кто последний, то твой посуд. Все, погнали. Все, банда Уссури Экспедишн выдвигается на рыбалку. Дело в том, что здесь пирс 200 метров, сказали. На самом деле полкилометра, да? Дэгейская легенда, национальный парк. Так он уже сфотал, уже снял. Давай. Вот мы здесь, Уссури Экспедишн. Во, красавчики. Вот они мы тут. Уссури Экспедишн! Все, огонь. Дэгейская легенда. Погнали. Где наша лодка. Это, конечно, капец. Снег, 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 снег. Да. Не очень приятно. Я могу с той лодки залезть. Такая, ребятки, у нас атмосфера здесь. Серый ловит хариуса на удочку, Денис на бычка. Я вот на такую свою любимую Саруну 125-ю, но она, походу, здесь не рабочая. Он наш второй экипаж. Пытаемся что-то достать, пока безуспешно. Видимо, погодка сегодня все-таки не та, ребята. Мне так кажется. Не та атмосфера, не то давление для рыбы. Если бы мы были здесь вчера перед снегом, я думаю, то хотя бы клев какой-то был. Я забагрил одного хариуса, даже спящего какого-то. Пока ни линка, ни таймешки тем более нет. Будем, наверное, искать какое-нибудь место перед перекатом. Там таймение погонять. Но пока идем сплавом вниз. В надежде на поклевки.
Погодка все такая же. Ничего не поменялось. Но это первый день. Я думаю, что первый день у нас, как всегда, комом проходит. То, что мы вырвались сегодня порыбачить, это уже хорошо. Не сидеть за столом там. Там у нас печка очень жаркая. И есть что-то, пацаны. Вот пока я болтал с вами, ребятки. Сорвался. Блин. Видал? Я думаю, что это был таймень, пацаны. Да. То есть сарунка моя 125 все-таки здесь, ребята, работает. Вот такая она. Я думаю, что это был таймишок. Ладно, рыбачим дальше. Это всего надо чуть пожестче сделать. Скажи, чтобы далеко не уходили по рации, что у меня поклевка была. Братан, есть, таймешку взял. Большую. Вытаскивай так. Так не доставай никогда, братан. Залезку надо брать. Сразу ругай. А он тебя сломает. Мы тебе говорим, как надо. Ой, ладно, все. Хорош. Ну давай, Кань. Вот. На яме перед перекатом братишка взял таймешку. Молодец. Ты, говорю, рабочая снасть. С ней аккуратно, не проехал. Сразу не про... Вот так. Как кто скажет, сразу проехал. Блин, пришлось бросить процесс рыбалки. Где у меня все? Чья это удочка, а? Твоя? Ты бы еще на голову привязал ее. И как антенна с антенной ходил по всей лодке. Гвоздя, да? Сань, кидай метратицы вот так вот, они здесь будут. Он немножко на яме, он просто, блядь. Я когда не стопоря набирает, по-любому. Да не, в ихней лодке нету лодки, по-моему. На спирали я им давал, там лично. А, да? Саня, блядь, ты хотя бы нас подожди, мы-то тоже замерзаем, на. Тоже хотим, У да? нас топливо есть, на. Да не шутка, блядь, по-любому, пацаны, согревается. Да, конечно, тут без топлива вообще никак, залипает все. Да у нас тоже есть просто. Просто тут рот откроешь, сразу снега наешься. Ну. А? Сегодня, конечно, специфическая рыбалка. Вот так выглядят кольца наши, все во льду. И забрасывать как хочется нормально далеко не получается. Что касается катушки, мы рыбачим практически все на плетенку. И получается так, что там тоже лед. Кидаем максимум, там, не знаю, на 15-20 метров. Потому что воблеры у всех до 20 грамм. В основном такие вот 125-е, 130-е. Ну и плюс бычок еще. Денис на бычка поймал. Бычок и того, наверное, 10 грамм, 9,5. Оливковый сработал. Вон ребятки наши стоят. Тоже что-то пока рыбалка не очень. Но не теряем надежды и веры, что кто-нибудь что-нибудь поймает. Пока ребятки рыбачим. Но снег не унимается. Время, наверное, уже около 5 часов вечера. Такая вот погодка. Мы как эти. Как айсберг в океане. Лодка вся в снегу. Братан, поим хариуза. Че, братан? Давай лучше на перекате. Хариуза? Да, сейчас десяток пожарим. Потом мы сейчас... Хариуза можно возле базы, кстати, половить. Ну давайте Не, надо место на хорошее перекате. найдем. Прям на перекате. Василий, Прямо на перекате. Да, вот. давайте вот этим на будет свале. харизовать. Надо, видишь, надо якорь кидать. А? Серый. Зачем? Можно выйти, да и все с лодки. Прям вот так вот Поехали. по берегу пройти. Да Ладно, Сань, почти сейчас как прокинем, поедем поймаем куда-нибудь и дальше. съебемся. Снег везде, у нас все в снегу. Смысла нет его выкидывать.
Уже будем, наверное, завтра в сухую погоду наводить порядки в лодке. Такие дела. Так, ребят, мы прибыли на нашу базу. Снег так и идет. Конечно, уже интенсивность его поуменьшилась. Ребятки уже пошли, очень сильно замерзли, конечно, они. Ну вот что, сами представьте, температура воздуха где-то минус 3-4, еще когда ты идешь против ветра, снег в лицо. Это как бы такие моменты рыбалки. Рыбалка не всегда такая прям завораживающая, да, интересная, и которая всем нравится. Бывают и такие моменты, как сегодня. Но самое главное, что мы успели сегодня и добраться до места нашей ночевки, разгрузиться, и еще успели сходить порыбачить. Сегодня была разведка, посмотрели, проверили, видимо, нужно идти выше где-то искать ямы и поэкспериментировать со снастями, я так думаю. Мы сегодня пытались ловить и хариуса, пытались ловить линка и тайменя, соответственно. Таймешок один у нас был, у меня был сход, я думаю, что это тоже был таймень. Но будем завтра продолжать рыбачить, как бы никто не расстраивается. Сегодня у нас ждет еще вечер, приготовим что-нибудь вкусное, посидим в дружной компании, поговорим. В общем, такие дела. Ребята уже ушли, я сейчас тоже беру с собой термосок. Спальный мешок я забыл, обутый рюкзак. Камеры свои все позабираю, вот одна, вторая. Ключи я тоже забрал с лодки. Сейчас выключу зажигание. Вставай, ты чё, Серый? И пойдем в нашу теплую, уютную каморку, как говорится. Небо у нас такое прям розово-серое. Все, ребят, мы на базе, можно так сказать. Это мой домик, в котором я буду спать с ребятами, мои мокрые вещи. Нам сегодня, конечно, досталось от погоды. Печка топится дровами. Специально так кружку одели, чтобы тяга была поменьше, потому что здесь очень-очень жарко. Два идентичных домика. Здесь будет напарник мой спать, я буду здесь спать. Вот, свои гаджеты заряжаем, как всегда, Insta360 от Powerbank на 30 тысяч ампер. GoPro у меня заряжена была, телефон. С собой мы всегда берем вот такую пачку всяких проводов различных. К сожалению, здесь розеток нет. Здесь, наверное, запотело. Да, к сожалению, здесь нет розеток. Электричество здесь от солнечных батарей, кстати, вон их за окном. Вон они, солнечные батареи. Поэтому их хватает только на освещение этих домиков. Вот такие дела. Сейчас пойдем к ребятам. Будем что-нибудь варить горяченькое себе. Ну и продолжать наш вечер. Так, друзья, вот наша комната, наш стол. Собрались мы, короче, обсуждаем сегодняшнюю рыбалку. Санечек, я же тебе говорил, да, что рыбалка не очень. Ты что думаешь? Рыбалка у нас только начинается. Мы только приехали сегодня первый день. Сегодня мы здесь поселились, Да. обосновались. Как бы, ну, я думаю, что завтра... мы начнем Основная рыбачить, рыбалка будет да. завтра. Только завтра, да. Сегодня мы просто приехали, принесли вещи, отдохнули немножко без дороги. Да. Сейчас Всё будем остальное кушать, будет да? завтра. Братан? Да, Братан сегодня поймал таймешку. Вы видели?
Да, небольшого. Ты рыбак или Но Это первый, кстати, мой в жизни. Первый мой в жизни таймень. Какой бы он ни был, но он мой первый. да, Все. счет открыл. Потом Завтра будет уже будем большой, продолжать. Дэн. Потом будет уже большой. Андрей, Ну, ты что пусть думаешь идет. по рыбалке? Все будет. Снег сойдет и все Да. будет. Погода, да, сегодня? Поймаем. Все сошлись на мнении, да, Серега? Снег сойдет и все будет. Нет, Снег что сойдет, погода всё будет. сегодня помешала у нас. Давление, Мы наверное, замерзли не просто. то. Можно по-любому будет рыбалка Нельзя хорошая. было. Завтра будет погода, завтра будет солнышко немножко. Руки И от уже рыба. будет Рыба завтра огонь. точно будет. Рыбалка будет, Конечно не будет, но будет. рыба будет. Сегодня просто как бы снег шел. Рыба будет завтра, в принципе, в достатке, на жареху там. Что тебе надо? Котлеты, Все нормально. Будет рыбалка завтра. Не завтра, так послезавтра. Мы здесь на 5 дней, поэтому все будет кайф вообще. У нас самое главное, мы в таком теплом, сухом помещении будем ночевать. Все кайфово, ребята. Вечер продолжается. У нас такой прекрасный ужин. Немного вечерней атмосферы с нашего бивака, ребят, на улице. Также метет снег, прям метет, и ветер задувает. Становится еще холоднее, температура опускается. Но природа дальневосточная, такая природа. Как бы ничего страшного. Сейчас покажу, что у нас тут снаружи. Там у нас какая-то сторожка, один вагончик, второй вагончик, тележечка. Так вот это все выглядит. Вон, кстати, наш дровяник, мы там берем дрова. Солнечные батареи стоят. Из этого домика я сейчас вышел, там ребята сидят, отдыхают. И в том домике буду ночевать. Вся эта территория, это получается Удыгейская легенда, национальный парк. И это хребет Сихоты-Алиня. Самый большой в Приморском крае хребет. Вот. И, наверное, единственный у нас тут хребет Сихоты-Алиня. Лодки деревянные положены уже на зимовку. Скоро будет ледостав, наверное, уже недельки через 3. Поэтому мы решили немножко ухватить этот сезон, как говорится, запрыгнуть в последний вагон. О, пойду я, ребята, что-то задувает прям. О, как у вас здесь тепло. Давайте без матов, пожалуйста. Так. Да, кстати, матерился вот этот Типелло. Скажи, что так больше не будешь. Это не я. Все, он сказал, что больше не будет. Его подставили, он не мог. Мама не разрешает. Да, ну мы это запикаем, как будто бы никто не матерился. Да, все. Ну тут жаришка, конечно. Ах, кайф. Так, что, приезжайте в гости, мы всегда рады. Да. У Дениса, кстати, 3 звезды Мишлена, вы помните, да? Да. 3 еще или 4 уже? Да, Мы пока ему три. добавили еще 2. Сейчас у меня уже 5 звезд. Нет, до 5 еще не дорос. А так, в смысле, с топора и с вилки делаем. Сань, дай вилку. Ну, сегодня домашняя еда. Хорошая. У нас, ребята, вечерняя прогулка к лодке. Сейчас пойдем. Да. Снегу, конечно, навалило. Сантиметров, наверное, 6-5. Это у нас Красноармейский район. Так, в принципе, ребята, все у нас хорошо. Все классно. Вечер продолжается. Смотрите на эту погоду шикарную. Мы, в принципе, на рыбалке, а не на охоте. Да. Ну, завтра будет качественно Завтра будем рыбачить. ловить рыбу. Дай бог. Все, пришли мы к баркасу к нашему. Все нормально, водичка прозрачная. Че, Дениска, получается? У пацанов закончилось. Топливо. Подкачаем завтра, если что. Баркас стоит, все на месте. Водичка, посмотрите, какая прозрачная. В такой воде, конечно, удовольствие рыбачить, но сегодня нам, к сожалению, не удалось ничего поймать такого путного. Хватит. Завтра будет день. Завтра поймаем. Да, завтра полюбас поймаем. Все ребята, короче, настраиваются на завтрашний день. Завтра будет прям день рыбацкий, ребята. Вот. А тут, кстати, рядом с нами стоит еще одна лодка. Мульга, или как она там называется по-староверски. Такая длинная. Я думаю, что она метров 8, если честно. Ой, это что такое?
Флаг Российской Федерации. Такая вот лодочка интересная. Вот наша. Фрегат 480. Че, ребят, пойдем дальше? Да, пойдем. Пойдем. Вот здесь наши, кстати, Видишь, там, Сань, что бросили нам? вещи. Видишь, там что бросили? Че, Сань, газировки? Да. Мы за газировкой шли сюда? Да. Ну все, пошли. Давай, я свечу, Сань, пойдем. Да. Генератор. Завтра будем переезжать на новое место. Этот генератор нам очень-очень пригодится. Прям очень пригодится. Кайф, ребята, вот такая вот вода. Вот она. Просто прозрачная. Чистейшая. Воды очень мало, кстати, в Имане. Идем обратно, возвращаемся. У нас такая вечерняя прогулка получилась. Снег до сих пор идет. Так, камера, мотор. Мы договорились же не материться? Да. Братан, что у нас? У нас все по плану. Все по плану. Завтра таймень. У нас завтра рыбалка полноценная. Таймень, да? Да. Что у нас еще в меню такое? Таймень там. Таймень, хариус, ленок. Но опять же, если таймень будет полноценный, Если будет маленький, брать не будем. вот специально для нашего брата Ромы, я вот... Да подвинься на. Вот такого поймаю. Братан, Роман, мы здесь, все нормально. Ты нам показал щуку. У нас не закрытый гештальт, все. Да. У нас сегодня... Запомните это самоуверенное лицо. Да, вот я здесь, да, братан, все хорошо. Все как договаривались, да? Все, ребята, я спать. Набрал себе кипяточку. Поставлю его на стол. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Друзья, кстати, хотел показать вам, как реализована система поддувала в этой печурке, в нашем замечательном бунгало, где мы будем проводить эту ночь. Вот так, в общем, есть кружка. Обычная старая кружка. Грязная, затертая, может быть даже с дыркой. И есть прорези в этом поддувале. Вот она. Мы берем вот так вот кружечку. Если нам нужно приглушить тягу, полностью закрываем. Все, тяги практически нет. Приоткрываем. Тяга снова появляется. Такая вот история. Мне сейчас тепла много не нужно, поэтому я призакрою. Вот такая вот система. Как говорится, дешево и сердито. Такая буржуечка. Ну и плюс еще камни для того, чтобы они напитывали тепло, ну и сохраняли, и потом постепенно в течение всей ночи отдавали тепло в наш уютный такой домик. Вот он. Все, ребят, будем, короче, собираться спать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Через недельку будет следующая серия. Я думаю, что будет хорошая рыбалка. Так что давайте, всем пока. Поедем в одно отдаленное таежное место на барак и проведем там еще 3 ночи еще проведем там. Вот, а в данный момент мы идем на рыбалку. А наша лодка, дело в том, что находится метрах, наверное, в 300 от того места, где мы ночевали. И сейчас придем и поедем на рыбалку. В планах поймать тайменя, ленка, может быть. Но все нацелены, ребята, на таймене, конечно же. Конечно, красоты здесь на Арму просто потрясающие. Такая романтика дикой тайги, дикого отдыха. Туристическая стоянка, это номер 4 удыгейской легенды. Здесь можно перевести дух, немножко отдохнуть, перекусить. Здесь есть столики. Ребят, проходим место, которое называется Орочинский пох.
Это место такое культовое. Раньше удыгейцы здесь делали свои приношения, молились. Рыбаки, кстати, оставляют и заливают здесь в воде, оставляют какие-нибудь сувениры здесь. Вот он, культовое место, очень красивый камень, скоплат.